Ребятки, привет! Сегодня будет видео про фурнитуру для Marvel's Designer. Рассмотрим, как предлагают крепить фурнитуру сами разработчики, рассмотрим народные методы и расскажу, какой способ я использую в своем пайплайне. Фурнитура в MD и в Clop по задумке разработчиков работает в формате тримов, то есть вы можете подгрузить меш как трим, прилепить его куда нужно, и все будет прекрасно работать. Такой способ подходит преимущественно для примитивных пуговиц и колец. Показываю на практике. Импортируем кольцо как трим и попытаемся засунуть его в петлю стропы. Стропа у меня в квадах, пресет Fusible Rigid. После импорта уменьшаю размер кольца и приклеиваю его к стропе. На ГПУ симуляции не работает коллизия тримов, поэтому ткань реагирует только на вес кольца, а кольцо просто следует за тканью. За само кольцо взяться нельзя. Пуговицы и заклепки, я считаю, так можно приклеивать, если нужно. Разработчики у нас добавили коллизию тримов на ЦПУ-симуляцию, и мы переключаемся. Обязательно отклеиваем трим, настраиваем коллизию прилегания и растяжения. А теперь включаем симуляцию и проводим тест на сволочь. Выландаем это кольцо со стропой зад и вперед. Сразу видно, перед нами действительно сволочь. Полигончики ткани начинают западать в полигоны трима. Я, кстати, напоминаю, это даже не пряжка и не фастекс, это просто кольцо. Зато ее можно заморозить, активировать и деактивировать, а еще тащить за нее в режиме симуляции. Давайте посмотрим, как по-разному работает симуляция в зависимости от вида импорта фурнитуры. Добавлю кольцо как аватар. Естественно, двигаться оно не будет. И давайте посмотрим на симуляцию стропы. Коллизию трения поставлю на значение 0. Симуляция работает чуть корректнее. Можно хотя бы вытащить застрявшие полигоны из кольца. Теперь импортирую кольцо как гармент, и программа считает, что полигоны фурнитуры – это полигоны с физическими свойствами ткани. Естественно, я замораживаю кольцо, чтобы оно держало форму, но вот тут есть огромный такой нюанс. Размер кольца должен быть настроен заранее. И поскольку Marvel считает эту фурнитуру тканью, то симуляция просто превосходная. Вот симуляция как трима, а вот как гармент. Вы можете сказать, Женя, Жандос, Женечка, как же нюансики-то? Ведь, наверное, топологии, физические свойства ткани влияют на симуляцию тримов. Ну вот вам фурнитура с сеткой прям из КАДа. Кстати, такой же тип сетки у официальной фурнитуры от Claw Enterprise. Да-да-да. Вот фурнитура с ремешем, а вот вообще супер-супер плотняк. Ладно, я не буду долго рассусоливать, да каким же способом пользуюсь я, чтобы крепить фурнитуру в Marvelous. Самым грязным и мерзким. Я делаю фурнитуру прямо из ткани, совсем как в старое доброе, когда я была еще молода и полна сил. Лет так 6 назад абсолютно точно, ребятушки, не было никакой коллизии тримов в Marvelous, и все изгалялись с этой фурнитурой как могли, как в принципе и сейчас. Ладно, к сути. Ничего тут сложного и гениального нет, просто из ткани делаю нужную форму, замораживаю, продеваю стропы и в зебре потом заменяю на нормальный трим. По сути, мне нужны только изгибы ремней и строп, а что там у меня вместо фурнитуры, меня не очень волнует. Если хотите, чтобы фурнитура, сделанная из ткани, двигалась вместе со стропой, то просто делайте прорези как можно меньше, а основное тело как можно больше. Вот пример двигающегося кольца между двух строп. Я не призываю так делать, кстати, хотите делайте, хотите нет. Вообще стропы делать в Marvelous нужно только в том случае, если они влияют на ткань. И вообще достаточно просто натянуть ткань вроде стропы, поставить ее на квады и потом просто заменять в зебре любой кривой по полилупу. А спонсор этого видео мой подписчик с Boosty. Евгений Васильев задонатил мне 139 рублей на Kinder Maxi King, и теперь я собираю бюджет на новый видос. Это будет стоить 2 молочных ломтика. Присоединяйтесь к команде простых и легких чувачков, и всем добра!